Думаешь, что ты в Париже, а ты в Лионе. Non, je suis à Lyon. Je suis à Lyon. Очень светлый город, пространственный. Ты как будто идешь мимо зданий, как будто чувствуешь их, как будто каждый из них рассказывает свою историю. Совсем не ощущалось привыкания к городу. Ты в него вошел, и ты идешь, как будто бы это тот город, в котором ты живешь уже как минимум неделю. Он твой. И ты его житель. Еще я поняла, что я ничего не понимаю по-французски. Вообще. Я не могу говорить по-французски. Вообще. Могу только сказать... En 1845. 1845. Неожиданное открытие. Самых иллюминированных городов в Европе. Почти все здания там подсвечиваются. Там очень красиво подсвечивается башня наверху. Там есть червячки или птицы, ползающие, летающие между деревьев. Хотя издалека кажется, что червячки, ползающие по ним. Каждая улица оформлена по-своему. Например, на одной улице могут быть светящиеся фонарики, на другой светящиеся бабочки, на третьей просто очень красивые разноцветные гирлянды. Осьминоги. Осьминоги, да, непременно. Но осьминоги были не на нашей улице. На нашей улице были просто белые гирлянды и красные шарики. Хотя все смотрелось очень красиво. Есть еще колесо обозрения, которая тоже подсвечивается вечером, и которая вечером выглядит даже круче и интереснее, чем днем.
большое количество книжных магазинов. Буквально на каждом, не на каждом шагу, конечно, но почти в каждом здании, через здание. И сочетание гор и возвышенностей, и двух рек, и пересекающего их города. Все это очень уникально для одного города, я думаю. Здесь так все вкусно пахнет осенью. Так вкусно-вкусно. Заброшенный отель. Магазины. Ну, шопинг, ну, я даже не знаю. Ma chemise, bien usées sont mes chaussons. Sale est ma chemise et tombant sur mon pantalon. Légèreté de mise, je suis sans proie aux frissons quand l'insidieuse bise se ferait un chemin dans mon long caleçon. Et pourtant le rêve éclaire mes soirées, les yeux que je lève me prêtent à penser. J'aimerais porter des bulles de cartes postales, des tricots colorés, des jolis petits chandails, un maillot retourné ou un point de vestale de jolis imprimés aux couleurs de Shanghai.
cherche du macaron. Vous savez, est-ce que vous savez, pour que je veux chercher, pour que je peux chercher pour macaron? «25-го Лион весь был вымершим, и на улице не было ни единой души, кроме нас двоих и еще нескольких парочек. Поэтому мы имели удовольствие прогуляться в одиночку по Белькур, по Вьё-Лион, по Сен-Жюст и также вернуться обратно. Это вот так вот выглядит город 25 числа. Одинокий бомж ходит, ищет по помойкам, и больше никого нет. 2 часа дня, ни одной живой души. Поэтому 25-го, если вы приезжаете в Лион, запасайтесь едой, потому что вы ее не найдете, и силами для прогулок, потому что не сидеть же весь день дома, как сделают лионцы. Это все-таки как-то неинтересно. На горе есть очень красивый район Сен-Жан. Сен-Жюст. Тут много Сен-Жан, Сен-Жюст. И где каким-то невероятным образом сочетаются и обычный городской пейзаж, и в то же время какие-то огороды, садики. И там пахнет весной. Там везде пахнет весной. Ой, какие запахи. Собака, ты можешь притворяться сколько хочешь, но ты вообще ни разу не злое. Не-не-не, не верю. Как красиво они вьются по стене. Правда ведь? Шли, и вдруг откуда ни возьмись церковь Сен-Жюст. Ничто не предвещало. И вдруг, откуда ни возьмись, Маша.
А вот там Монблан виднеется. Это нам подсказали французы. Справа от небоскреба. Сами бы ни за что не догадались. Я про это читал, я просто забыл. C'est magnifique. Vraiment, ça. C'est très joli. Одним из основных впечатлений был, конечно, спуск. Спуск с горы, который придумал Ваня, и который проходил через лесистую местность, сквозь кочки, коряги, и опавшие листья, и землю, и крутой наклон. И где Ваня очень рисковал потерять свой фотоаппарат. Или что-нибудь с ним сделать. Так, ненарочно. Это мы вырежем. Вот Это было вот так. Вот нас занесло в нехоженную местность. Лазим козьими тропами. Мы изучаем тропы бомжей. Бомжьи тропы. А? Посмотрят на нас люди. Маша, ты первая. Здесь, потом там и туда. Ты меня хочешь первой отправить, да? Вот так вот. Что все мне-то да мне? Да, действительно. Ладно, ладно. Где твой торжествующий рык? Маша, торжествующий рык. Где? И вот мы в Лионе. Не прошло и 1000 километров.